Всем привет! Сегодня мы из досок массива сосны и металлического профиля 20×40 будем делать стеллаж. Доску мы пока отставили, а будем работать с металлическим профилем 20×40. Будем нарезать его на нужные нам размеры. На каркас мы нарезали профиль и теперь свариваем его в нужную нам форму. Каркас готов. И сейчас с оставшегося профиля нарезаем куски, в моем случае по 15 сантиметров. И привариваем их в нашей раме. Высота полочек у нас будет одинаковая за счет вот этого вот брусочка. На этом расстоянии мы варим все полки. С обратной стороны приварил петли, как можно видеть. Все зачистил, обезжирил. Для дальнейшего крепления досок сначала четверкой, а потом десяткой с той стороны, там где будет входить сам саморез. Разворачиваем конструкцию вверх ногами и сейчас сверлим десяткой. С нижней стороны, там где у нас будет верх, отверстие четверка, сверху, как я говорил, десятка. Устанавливаем вот такие вот заглушки в наши трубы. Окрашиваем нашу конструкцию черным глянцем. Сейчас переходим к дереву, пропускаем на фуганке наши доски. После фуганка шлифуем досочку. Все отшлифовано, кора убрана. Также сгладил я торцы. В общем, доска у нас готова к обжигу. Обжигаем.
покрываю всю досочку олифой. Я буду использовать вот такую кисточку. Можно использовать также и обычную кисть. Но мне больше это нравится. Сейчас соединяем дерево и металл. То есть я сейчас делаю задний фон. Позже вы поймете, почему я это делал. Видите вот этот стык? Соединение двух панелей МДФ. Сейчас мы его закроем. Хоп! И как не бывало. В общем, монтируем доски. Полки почти готовы, но это еще не финиш. Установил свой логотип на видное место. Итак, прибыли мы на место. Вот здесь будет висеть наша полка. Как я и говорил, скрытый смысл того, что мы делали лицевой фон, из-за того, что у нас за стенкой, вернее в стенке будет окно, именно этим мы его и скроем. Итак, вот, друзья, полка стала на свое место. Сейчас мы выложим на полке весь ассортимент, и вы посмотрите, как круто она смотрится. Вот такая в итоге, друзья, полка у нас получилась в мастерскую. Кому понравилось, ставим палец вверх, подписываемся, кто еще не подписан. До скорой встречи, друзья. Всем пока-пока.